Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу вам предложить очень удачный и проверенный рецепт аладской самсы ташкентской. Она получается очень сочная и вкусная. Из простого пресного теста готовится легко и без заморочек. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 700 грамм муки пропускаем через сито. Делаем углубление и сюда добавляем хорошую вот такую столовую ложку соли, где-то 15 грамм. Сюда же добавляем 300 миллилитров холодной воды и добавляем 60 миллилитров растительного масла без запаха. Замешиваем тесто. Вот такое тугое тесто у нас должно получиться, чтобы оно хорошо держало форму. И сейчас дадим ему отдохнуть. А сейчас приготовим начинку. У меня 500 грамм мяса, говядина. Освобождаем от прожилок и нарезаем небольшими кубиками. Сначала нарезаем тонко, чтобы начинка чувствовалась очень нежной внутри. Нарезаем на полоски и потом на кубики. Итак, мясо нарезали вот такими нежными маленькими кусочками, кубиками. Точно так же нарезали жир. Мясо у меня 500 грамм. Жира у меня 150 грамм. И сюда же добавляем мелко порубленный лук. Тоже кубиками. Лука у меня 600 грамм. По чайной ложке красный молотый перец, черный молотый перец, зира и соль. У меня морская. Немножко больше добавляю. И все смешиваем. Начинка готова. Нарезаем помидор на дольки. Сначала отрезаем плодоножку и нарезаем на слайсы. Один слайс пойдет на одну самсу. Тесто у нас великолепно отдохнуло. Посмотрите, какое оно у нас красивое. И сейчас немного подпыляем мукой. Нам нужно раскатать в пласт толщиной 1,5 сантиметра. Вот, посмотрите, вот такой толщины. И сейчас нарезаем вот на такие полосы. Все помещаем в пакет, чтобы не заветривалось тесто. И сейчас один жгут берем, это все накрываем и начинаем работать. Пыляем мукой и скатываем вот так, чтобы он округлился. Вот так. Отрезаем кусочки. Стараемся, чтобы они были одинаковые. Каждый кусочек теста где-то получается 35 грамм. Немного присыпаем мукой. И теперь нам нужно округлить. Чтобы тесто не заветривалось, мы шарики сейчас помещаем под пленку. А это я буду сейчас раскатывать.
Подпыляем мукой и раскатываем тонко. Духовку я уже включила на 200 градусов, чтобы она хорошо разогрелась. Посмотрите, какие они тоненькие должны быть. У меня 16 сантиметров в диаметре. И дальше раскатываем. Тесто тугое, немножко раскатывается сложно, но зато самса будет изумительная. Старайтесь, чтобы края были тоньше, а серединка чуть толще, так как у нас здесь будет начинка, а края будут друг на друга накладываться, поэтому, чтобы толсто не было, очень важно, чтобы здесь немножко было потолще, а на краях потоньше. Каждый раскатанный сочень выкладываем 1 столовую ложку подготовленной начинки. Сразу раскладываем на 5 штук, чтобы удобно было формировать. И поверх выкладываем по дольке помидора. Сворачиваем, как на видео. Чтобы начинка не вытекала, руки смачиваем водой и проходимся по швам. Противень немного смазываю растительным маслом. И теперь выкладываем самсу. Вот так. Треугольничками. Слегка сверху спрыскиваем водой. Ничем не смазываем. Выпекать будем при 200 градусах 25-30 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Включаем вверх-вниз. Отправляем в духовку. Последняя партия у нас готова. У нас получилось 30 самсушек. Сейчас сверху смазываем растительным маслом. Они будут мягкие. И вы посмотрите, какие они блестящие, гламурные. Я вам покажу сейчас, какие они получились снизу. Вот такие пухленькие, красивые, посмотрите. Невесомые, легкие. Это говорит о том, что мясо великолепно прожарилось. Все полностью смазываем и будем пробовать. Самса получилась очень вкусная. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Я вам буду очень признательна. Пишите в комментариях, как получается у вас. Что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет с вами еще много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.